Доброе утро. Как я готовила сегодняшний завтрак, я снимать не стала, потому что я ничего не готовила. Я сварила яйца, но чуть-чуть отвлеклась по работе, и жиденькие они у меня не получились. Ну, такие, как бы не совсем прям вкрутую, да, но я хотела более жидкие. 2 яйца сварила. Здесь у меня, тут это называется пудинг. Это просто рисовая кашка, она холодненькая. Я вчера купила в творожном магазине. Просто рисовая молочная каша с сахаром. Узнать состав ее я не могу. Я могу, конечно, спросить. Подумала, что это неплохо. Когда с утра я не успеваю ничего приготовить, почему бы и нет. Так что у меня яички, каша. И вот здесь подсушила хлебушек с сыром сулугуни. На десерт еще будет вот такая слива. Ну, естественно, здесь у меня кофеечек с молочком. Работа последние 2 дня месяца. И я сегодня взвесилась. Но я думаю, что я расскажу попозже. И надо возвращать прогулки. Пока не знаю, возвращаю подсчет или нет, но пытаюсь сейчас себе составить план, как я буду дальше действовать и что будет дальше по влогам. Вечером я доедала свои остатки винегрета. В целом мне зашло, давно не ела, видимо, очень соскучилась. И пару кусочков говядины. Но у меня чуть-чуть пригорело, я про нее забыла. Поэтому она получилась такая, даже не тушеная, скорее какая-то тушено-жареная. И второй кусочек запеканки, который тоже купила в творожном магазине. Вчера съела кусочек. И на сегодня у меня осталась половинка с клубничным джемом и чай. В обед на семейном совете мы приняли решение о том, что у нас в холодильнике есть лосось, большой один толстый стейк. В этот раз разрезать его вдоль пополам не стала, потому что немножко сложновато, у меня ножики туповатые. И я просто сделала толстый стейк, чуть дольше он просто в гриле прожаривался. И там оставались еще 2 маленьких кусочка, такие хвостики.
Их тоже туда положила, все в одну чашу у меня влезло. И я купила, показывала вам в прошлом влоге в закупках фасоль, решила ее приготовить. Вот просто ее помыла, обрезаю все хвостики. В это время на фоне, как обычно, слушаю какое-то видео. Это все происходит у меня в обеденный перерыв, пока у меня есть время по-быстрому что-то приготовить. В целом я рыбу просто посолила, сунула ее в гриль и в это время занимаюсь фасолью. Показала вам кусочек, я купила, просто хвастаюсь, каждый раз теперь достаю, готовлю полкило топленого масла. Не как в Карфуре, неизвестно из чего. Я купила настоящее в своем вот этом творожном магазине. Ну и в целом оно, ну, наверное, по деньгам вышло так же. Я не помню сейчас. 350, по-моему, фунтов полкило. Вот. И мой тертый чеснок, который я просто, мне кажется, я теперь буду все время так делать. Покупать много чеснока и просто тратить там полчаса его перерабатывать. Это очень удобно. Вот. В общем, в фасоль я добавила соль, добавила на сковородку топленое масло и туда ложечку чеснока. Все перемешала и просто на небольшом огне это все обжаривала. В это время рыба запекалась в гриле, и я порезала себе перчик просто колесиками, желтый и красный, который тоже вам в прошлом влоге в закупке показывала, вот этот вот вытянутый длинный. Очень он сладкий, вкусный. И такой у меня получился обед овощной. Перчик, много фасоли с чесноком. Егор фасоль не ест. Он доедал, я не помню, кажется, у нас еще картофельное пюре было или макарошки какие-то. Ну, что-то, какой-то гарнир дома был. Он ел рыбу с этим, и потом эти маленькие хвостики рыбные он тоже доел. Мне досталась половинка от толстого стейка. Ему досталась вторая половинка, еще вечером он доел. Он в целом сейчас рыбу не очень хорошо как бы ест, креветки почему-то он разлюбил, вообще морепродукты. Но вот красная рыба ему заходит и в соленом виде, и вот в таком просто в гриле. Вот, но, конечно, удовольствие не дешевое. Но курица здесь тоже не дешевая, поэтому, в принципе, иногда я подумала, что пару раз хотя бы в месяц я буду заказывать рыбу, и мы будем есть. Вот я в это время, первая сторона у меня поджарилась, я переворачиваю, посмотрите, какой толщины стейк. Ну, просто пилить его пополам моими тупыми ножами и ломать потом этот хребет в прошлый раз мне не понравилось. И вот тут несколько кусочков хвостиков. Пока, в общем, я тут себе собирала тарелку, рыбка дожарилась, и я отправилась кушать и смотреть сериальчик. Я тут вспомнила, что я хочу пересмотреть сериал, который уже раньше смотрела. Кресло на лужайке перед нашим трейлером принадлежит мне. И из-за плесени сложно сказать, но оно из розового вельвета. Когда я переехала к Шону, оно последовало за мной. А когда я сказала, что беременна, он посадил меня в это кресло, принес чашку чая с мятой и сказал, что будет держать меня за руку все время. Такой чуткий. Но потом, когда я сказала, что я не собираюсь делать аборт, он взял кресло и все мои пожитки и выбросил их на улицу под дождь. Чуть позже я догналась панкейками. Это те самые панкейки в прошлом влоге, которые я вам показывала. Я нажарила целый контейнер. Они наконец-то закончились. Мы вот вроде живем только вдвоем, но у меня все время гора посуды. Или я просто много готовлю, или мы много едим. Я не знаю, у меня все время погром, у меня всегда полная раковина. В общем, выбора нет, все равно мыть придется эту посуду. И вообще у меня все началось, короче, с утра с посуды. Это, кажется, был выходной, наверное, суббота или воскресенье. Я пошла мыть посуду, включила себе на фон True Crime. Это было последнее видео Агаты Кристи, кажется. Да, видите, я вам даже показываю. Вот, слушала на фоне Агату Кристи. Я уже даже не помню, что там было за дело. Мыла посуду. Кстати, у меня новая досочка, наконец-то, бамбуковая, потому что пластиковая ужасно меня раздражала тем, что когда ты на ней что-то режешь, она вся шатается, она такая перекошенная чуть-чуть. Вот, короче, началось все с посуды. Я такая, ну сейчас помою посуду, ла-ла-ла-ла-ла-ла, а потом меня как понесло, мне очень понравилось название
Моя соседка однажды словила то же самое. Я встретила ее в Гардене, когда она в 4-й раз за день вывешивала какое-то там белье на сушилку, постельки, подушки, потом я увидела лежанку собачью, еще что-то. Она сказала: ты знаешь, у меня сегодня я словила Золушкин припадок. Вот и я после, посуды словила Золушкин припадок и решила, что я хочу все переложить. Я, конечно, вообще не продумала, что я и хочу, я просто по наитию что-то начала творить. Поняла, что вот этот комод огромный, там в основном полки. Там в серединке несколько маленьких выдвижных ящиков, и по бокам два больших ящика с полками. И как будто я ими не особо пользуюсь, у меня просто все время какой-то там лежит хлам. Я вытащила оттуда все, что там лежит, и решила из шкафа, из большого, в котором одежда и прочее, убрать с полок, с верхних, вещи, которыми я не пользуюсь. Вы знаете, что у меня новые занавески, да, мне моя знакомая прислала, она шьет сама шторы, вот. И когда прилетали мои родители, она с ними мне передала новые шторы, а вот эти вот стопку, вот видите, которые я приложила туда бежевых, это старые вот эти из какой-то мешковины шторы, которые были здесь в квартире. И я не знаю, куда их деть. В общем, я их сложила в тот ящик, которым я практически не пользуюсь. Потом я все начала перекладывать. И вот это одеяло у меня занимало целую огромную полку в шкафу. Я его чуть-чуть вот так скрутила рулетиком, замотала в пленку и решила, что я уберу его под кровать. Потому что, целую полку мне жалко. Потом в итоге к шторам, к этим, я решила переложить еще всякие пледы, покрывала. Коробки, видите, все переложила на верхнюю полку. Это коробки на самом деле от техники. Я не знаю, зачем мы их храним. Как будто бы если куда-то там, может быть, переезжать, это было бы удобнее, да, перемещать все это в коробках. Но я думаю, что если мы будем переезжать, менять квартиру или, я не знаю, возвращаться домой, допустим, или еще что-то, нам будет неудобно вести все эти коробки, но они лежат. Для чего? Не знаю, коробка там от Мака, от каких-то Егора там микрофона и прочего. Короче, в этот ящик все переложила, и там у меня лежала вот такая вот тканевая корзина, которая изначально предполагалась как удобное хранение, но в итоге туда просто поскидывалось все. И я села и думаю: господи, чего же тут только нету? Тут просто и лампочки, и какие-то провода, и вперемешку с инструментами, и вперемешку с какими-то моими дополнительными стеклами на iPhone и на часы на мои. В общем, такой хлам. Я все повынимала, все рассортировала, нашла какой-то такой пакетик, знаете, на молнии от какого-то текстиля. Вот. И в него сложила все провода. Вот нашла еще коробочки от айфона, от Apple Watch, от микрофона, от моей камеры. Все тоже переложила туда, в этот ящик в общий. Вот в корзиночку в пластиковую сложила инструменты. Именно там отвертки, какие-то пассатижи. Такие вещи, которые, поняли вы, инструменты. Короче, там у меня в целом там 3 отвертки, рулетка и пассатижи, или как это называется правильно, я не знаю. Вот нашла этот пакетик с молнией, стала туда складывать всякие провода, которыми мы особо не пользуемся, какой-то интернет-кабель, какой-то дурацкий удлинитель, которым я, скорее всего, пользоваться никогда не буду, потому что он неудобный. Какие-то вот такие вот всякие штучки, но чтобы они вот просто хаотично не валялись, в этой коробке сложила вот этот пакет. Нашла для того, чтобы подвешивать шторы, крючки, тоже сложила их в отдельный пакетик. В другой контейнер сложила там все батарейки. Вот тут я сейчас, вы видите, нашла из своего вот этого канатика из жгута, который когда-то я нашла, помните, может быть, я показывала, я сейчас не знаю, в телеге точно я показывала, что у меня тоже был очередной припадок, и я нашла эту веревку, этот шнур, и из него пыталась сделать салфетку. Купила себе клей, пистолет, к нему стики. И, в общем, сделала, но она у меня как-то вся загнулась. Короче, я так ее не доделала и бросила. И сейчас думаю, не знаю, что сделать. Может быть, горячим утюгом ее пропарить, чтобы она ровная была, и можно было ее использовать. Потом я вспомнила совет психолога браться за дела, которые я долго откладываю, прям вот в долгую. Иногда какие-то дела я на год откладываю, как вот, например, вот эти вот сандали, и делать их, и потом оценивать, насколько это было реально сложно. Вот это вот у меня заняло 10 минут, откладывала я это год. Эти сандали я купила по прилету сюда, это моя первая обувь, купленная была здесь, потому что у меня не было летней обуви, когда мы улетали в Турцию, я взяла только зимние вещи с собой, какие-то теплые. В общем, суть в том, что липучка здесь на пятке расшаталась, и она не держалась, но там есть на голени карабинчик. В общем, я эту липучку просто пришила, чтобы она больше никогда не расстегивалась, и буду использовать этот карабинчик. 10 минут, и у меня было отличное настроение, что я наконец-то это сделала. И потом я пошла готовить. У меня было размороженное куриное филе, я его перекрутила все блендером, у меня нет мясорубки, блендер уже тоже чаша вся разбитая,
но вот какая есть. Что-то новое я так и не купила, и, ну, как-то мне, не знаю, думаю, как мне эту пластиковую чашу заклеить, потому что когда я делаю что-то жидкое в ней, немножко она, конечно, подтекает. Вот, надо продумать, чем бы ее хорошенечко заклеить, чтобы она... В целом блендер рабочий. Вот, в общем, я перекручиваю им курицу только потому, что говядину он не берет. Говядину я покупаю готовый фарш. Вот, перекрутила, короче, курицу и просто, знаете, у меня была импровизация. Я не знала, что готовить, и я решила сделать типа как фрикадельки, потушить. Я добавила к фаршу яйцо, добавила свой чеснок измельченный, больше у меня ничего не было, лук у меня закончился в доме. Вот, поэтому в ход пошел чеснок опять. Чеснок, яйцо, соль, куриная приправка. И, по-моему, больше я ничего не добавляла. Ну еще какая-то приправа типа для микс там какой-то для мяса. Вот, все это прекрасненько замешала ручками, накатала шариков, обжарила в несколько приходов. Причем я не дожаривала это до конца, просто чуть-чуть обжаривала, чтобы это прихватилось, чтобы была корочка, чтобы это все у меня при тушении не развалилось. И жарила, скидывала в кастрюльку, жарила, скидывала в кастрюльку. Вот. И потом это все тушила. Вот какой-то рецепт я вам не скажу. Естественно, все это на моем топленом масле. Я не знаю, вы любите топленое масло или нет, я обожаю, потому что у него какой-то особый аромат. Мне очень нравятся особенно сладкие там завтраки, особенно сырники мне очень нравятся или оладушки готовить на топленом масле. Вот, в общем, такие вот небольшие шарики я накатала, по-быстренькому на большом огне их обжарила, чтобы они просто прихватились. Вот, и замешивала соус, вы знаете, просто из того, что было в холодильнике. А в холодильнике у меня было немного. Опять же, мой чеснок я взяла. Я взяла стаканчик греческого йогурта. Кстати, пока у меня жарились эти тефтельки, я быстро почистила остатки картошки. Картошки было немного, нам хватило буквально на 1,5 раза поесть. Вот, нарубала салат. Салат у меня огурцы, помидоры, зеленый лук, ничего такого, перчик. Вот, просто забыла включить камеру. И салат уже, видите, нарубленный. Вам остается посмотреть только, как я режу лук. В общем, я сделала тазик салата, пока у меня обжаривались вот эти тефтельки. Короче, я к чему вам хочу сказать. Иногда кажется, что готовить, долго, готовить, сложно. А по факту у меня это заняло, наверное, минут 30. То есть пока обжаривались эти тефтельки, одна партия, я их скидывала в кастрюльку, потом... Я немножечко торможу, уже вечер, простите меня, пожалуйста. Потом, короче, закидывала новую партию, в это время резала салат, быстро почистила картошку. Вот я замешиваю соус, про который я вам говорила, томатная паста, йогурт, чеснок, немножко приправки куриной тоже в очередной раз, соли. Вот, и потом добавила туда теплую надо было добавить, но теплую у меня не было, я добавила горячую воду. Вот, и замешала такой жиденький соус, все эти в кастрюльке тефтельки в маленькой, залила их, прям полностью накрыла. Ну, не знаю, мне понравилось, получилось вкусно, Егору тоже понравилось, и они получились сочные. Вот тут я обнаружила, что я забыла порезать перец в салат, потому что я мечусь между тефтельками, картошками и соусами. Но, в общем, все вместе это полчаса. И еще потом, знаете что? Я обнаружила, что у меня уже много времени стоит в ящике яблочный уксус. Я никогда в жизни не покупала яблочный уксус. Мне его кто-то отдал. Он мне достался по наследству после кого-то из уезжающих. Мне все, потому что уезжающие приносят вещи, недоеденную еду и прочее. Вот, видите эти тефтельки? В кастрюльке все залила соусом и отправила на маленький огонь. Они уже практически готовы, им буквально надо потомиться 10 минут, закипеть. Вот, картошка порезала мелко, картошка тоже варится. И смотрите, в салат я решила попробовать добавить этот яблочный уксус. У меня есть ароматное масло, которое мне мама Ильи привезла. Буквально 3 вот ложечки добавляю на этот тазик салата. И добавила 2 ложечки яблочного уксуса. Бальзамического я здесь пока не встречала. Может, просто плохо искала. Но мне нравится салат с бальзамическим уксусом. Вот, соль, масло и чуть-чуть уксуса. Ну, слушайте, с яблочным тоже было норм. Вот, в общем, вот так вот у меня все готово. Я немножко подзапарилась, но приготовила обед. Здесь пюрешечка, салатик и вот эти вот такие тушеные с типа соусом, не знаю, тефтельки. Специально не стала ничего добавлять больше, чтобы они не были сухие. Но и не хочу забивать
чем-то. То есть меня устраивает, когда просто курица. Не люблю вот это все с рисом, еще с чем-то. Белка будет меньше, объем будет, конечно, больше, но мне хочется просто мяса. Вот такой вот обед, и немножко жарковато, потому что простояла у плиты, хотела еще сделать блины, замешала тесто, но что-то мои сковородки сегодня балуются. Если честно, на завтрак я хотела, как обычно, тортилью с яйцами и сыром, но у меня закончился сыр. Я бы, конечно, сгоняла бы прямо сейчас с утра, но я боюсь, что там так и жарко. Ну, посмотрим, может, я на велике сгоняю, куплю сыр. И надо только денежки поменять, я, наверное, меняла, мой, скорее всего, еще спит. Так. Сейчас я ему напишу. Может быть, он не спит. Good morning. Так, как его зовут? Фабио. Привет. Какой курс? Короче, у меня обед на завтрак. У меня вчерашняя пюрешечка. Вот эти тефтельки и перчик. Вот. Пюре нифига не прогрелось. Короче, я, наверное, дождусь, пока он проснется, потому что пока он проснется, пока он до меня доедет с деньгами. У меня денег осталось, наверное, 1000 фунтов. На сыр мне, конечно, хватит, но я хотела еще раз, я туда поеду, купить фрукты, овощи. В целом должно все хватить, но не знаю, посмотрим. Сейчас прикину, что по деньгам. Потому что, чтобы не ездить туда 100 раз. Я еще ничего не готовила сегодня. Доедаем, что есть. И я подумала, что я 1000 лет не ела БПшки. Но она у меня немножко читерская, потому что я добавила сюда 2 целых отварных яйца. И здесь у меня вот эти вот вчерашние тефтельки. Много зеленого лука. Ну и, в общем-то, обычный бомжарик. Вот. Здесь, кстати, в бомжарике почему-то не добавляют пакетик с маслом. Здесь только пакетик со специями. Я не знаю, осилю ли я такую порцайку, но 100 000 лет я не ела. Думала о том, что может супчик заказать, но я сейчас стараюсь отказаться вообще от доставок. Поэтому вот такой будет у меня супчик. А белка здесь будет нормально. Вот. И, в общем, хотела бы еще, конечно, сделать какой-то салат, чтобы добавить сюда клетчатки и так далее. Хотя огурцы, помидоры — это больше вода, чем клетчатка. Но у меня вообще закончились все овощи, поэтому сейчас пойдет жара чуть-чуть, после там часов 6. Я съезжу, наверное, на велике в Хайнур, куплю огурцы, помидоры, какие-то овощи и фрукты. Вот, мне нужно купить сыр. У меня ребенок доел мой сулугуни. А я не могу жить без сыра. Нашла в закромах вот такие палочки. Ни разу не заказывала суши, но где-то в закромах у меня лежали вещи от бывших, видимо, хозяев. А они, видимо, ели в пакетике. Эти палочки новенькие, они были в пакетике, я их распаковала. Решила воспользоваться. Ну, раз уж у меня тут а-ля рамен, почему бы мне есть его нормально палочками. Ну и ложка, естественно, чтобы есть бульончик. Вот. Делаю домашние делишки и стараюсь... Я здесь. Стараюсь сделать задание от психолога из разряда найди, типа, вещи, которые ты по какой-то причине давно хочешь сделать, но откладываешь, и сделай, и оцени, насколько это было сложно. Вот вчера я зашила свои сандалики. Есть у меня еще такие делишки маленькие, которые надо бы сделать. Вот потихонечку, короче, перебираю, делаю. Составляю списки себе какие-то, смотрю, что не сделано. Вот, потихонечку разгребаюсь. Доброе утро.
И сегодня, что у нас, понедельник, наверное, рабочий день. Мне очень зашло покупать вот эту рисовую кашу, потому что с утра, в принципе, ты по-быстрому делаешь какие-нибудь яйца с бутербродиком, и у тебя полноценный завтрак готов. Яйца сегодня даже варить было лень, я сделала в формочках в микроволновке. Взяла вот эту кашу, я ем прям холодная, она вкусная и холодная, и сделала в гриле 2 бутербродика с сыром, сулугуни. Сыр я съездила, купила. Сытно, вкусно. Я еще себе порезала к завтраку дыню. Вот сейчас и дыня сезон, и персики пошли, и виноград вроде бы подешевел, сливы еще можно купить, и арбузы. Я все хочу купить арбуз, но, блин, я не знаю, как мне его тащить. Надо, наверное, как-то все-таки озадачиться и сходить. Дыня, вот эта оранжевая, мне нравится больше всех. Есть и обычная желтая, есть еще зеленая здесь дыня, но она вроде ароматная, но никогда я не ела, чтобы она была прям супер сладкая. А вот эта вообще шикарная, очень-очень вкусная. Позавтракала, чуть-чуть потупила и пошла готовить что-нибудь по-быстренькому, потому что что-то убиваться у плиты у меня настроения не было. Нашла остатки всех овощей, помидорку, зеленый лук, и все это обжарила с говяжьим фаршем, с томатной пастой, как всегда, конечно же, с моим этим рубленым чесноком, и поставила еще варить макарошки. Вот такие сегодня спагетти, такие, знаете, плоские. Вот, все это дело, пока у меня тут варилось, тушилось, я, как всегда, порубала тазик салата. Я вообще не могу жить без тазика салата, вы знаете уже давно. Вот, у меня снова огурчики, помидорчики. У нас тут одно время пропали вот эти вытянутые длинные помидоры и стали появляться круглые. Я даже прям удивилась, потому что за все это время я здесь не видела таких помидоров. Всегда были только вытянутые, типа как сливки они у нас называются. Иногда, очень редко, бывают черри. Чаще всего какие-то зеленые. С такого разнообразия помидор, как в России, здесь, конечно, нету. Там типа азербайджанские, розовые, там черные помидоры всякие. Здесь просто вот обычные. Сейчас опять появились эти вот сливки, и они сейчас вкусные, они сейчас спелые. То есть, если зимой они какие-то как кочерышки, то сейчас прям хорошие, вкусные. Свой этот вытянутый перец я доела, купила просто 2 болгарских желтеньких, тоже все туда, остатки зеленого лука. Первый раз в жизни я не выкинула лук, и как-то в этот раз 2 пучка купила и очень быстренько съела. Я с ним и яичницу делала, и в салаты резала, и даже вот сегодня у меня же так и не появился лук репчатый дома. Я тушу вот эту говядину тоже с луком зеленым. Снова добавила в салат ароматное масло и бальзамический уксус. Правда, я чуть-чуть переборщила с уксусом, кисловато было. Ну, как будто лишка чуть-чуть. Вкусно, но даже для меня много. Вот, и в общем, здесь у меня, смотрите, макарошки, закипает вода. Ничего сверхъестественного, я думаю, все умеют варить макароны. Тушится фарш. Вот, салатик готов. Я потихонечку продолжаю делать какие-то домашние дела, но уже не упахиваюсь, как я упахивалась все выходные, как я упахивалась всю субботу. Вот, так я, конечно, вы знаете, это такой бред, я люблю упахаться, а потом я 3 дня ничего не могу делать. Почему я не могу по чуть-чуть? Знаете, там, сегодня чуть-чуть убралась, завтра чуть-чуть убралась. Нет, мне может быть очень долго лень, а потом я проснусь, и у меня начинается вот этот Золушкин припадок, про который я вам сказала. Я могу упахиваться весь день, просто перебирать все, перебирать какие-нибудь шкафы, перекладывать все с места на место, надумать какое-нибудь мытье там окон и прочее, а потом месяц я не могу себя заставить делать ничего. Вечером я доела салат, который ела в обед, и больше ничего есть не захотела, потому что понимала, что хочу попить кофе и съесть какую-нибудь сладкую булочку. И я отправилась в кофейню. Вечером там попила кофе, выпила аж целых 2 кофе, монтировала, сидела видео, болтала в чате банды своей и смонтировала вам видео. Приятного просмотра. Всем до завтра. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал и увидимся в новом влоге.